Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я Карина, таролог и практик. Сегодня у нас знаки судьбы. Мы с вами посмотрим различные знаки, которые дает вам судьба, Вселенная. Мы посмотрим, какие для вас идут пророчества на ближайшее будущее. Может быть, какие-то указания, советы. И использовать я для этого буду 4 инструмента. Ну и также наши знаки зодиака, то есть когда я буду уже для знаков зодиака что-то рассказывать. Да? Это просто карточки со знаками зодиака именно в этой ситуации. Итак, смотрите, у нас будет Таро мудрых собак, также карты Дзен, также розовый лотос. Это маленькие карточки, но это тоже карты. И карты знаки Вселенной. То есть вот эти все инструменты. Я сейчас сначала уберу наши колоды в сторону. И с помощью Таро буду раскладывать 3 позиции. И не забывайте смотреть позицию, а потом знак зодиака. Да? Позиция и знак зодиака. Первая карта будет показывать, в каком аркане вы живете на сегодняшний день. Каждый день мы смотрим ваш аркан. Вы можете проверять свое текущее состояние жизни. Итак, первая карта, вторая карта и третья карта. Первая, вторая, третья карты. Сейчас мы с вами их обозначим. Первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Напоминаю, видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Поэтому вы можете открыть это видео абсолютно в любой момент, оно будет актуально для вас. И надеюсь, что вы выбрали. Если не выбрали, ставьте на паузу, а мы начинаем. Эти я позиции убираю в сторону. Знаки судьбы для вас. То есть какие-то пророчества, которые вам нужно сегодня услышать. Наши первые духи. И первая карта, в каком аркане сегодня вы живете. И это у нас с вами 10 мечей. Ну, вы знаете, карта показывает, что идет момент окончания чего-то и начала чего-то другого в новом качестве в жизни. Более того, конечно же, эта карта показывает финиш, окончание, может быть, какого-то дела, может быть, каких-то отношений. Вот как будто бы человек подвел итоги, да? Но ему грустно, как-то грустно может оказаться. Кризисно заканчивать это, отказаться от этого, отпустить что-то в жизни. И вот посмотрите, здесь Бог обнимает собачку, да? Бог обнимает ее. И это значит, что через какие-то наши страдания, трудности мы очень часто получаем благословение высших сил. Вот такое чувство, что вы сейчас живете темной ночью, да, что это темная ночь вашей души, что вы из-за чего-то, может быть, страдаете, переживаете. Но на самом деле все проблемы проходящие. После темной ночи наступает рассвет, да, самый настоящий рассвет. Поэтому, сейчас вы можете быть либо в неком кризисе, либо что-то вот как будто покинули. Кого-то что-то покинули. Или есть риск для этого, вы переживаете. Есть, может быть, проблема, которая довела вас до отчаяния в плане именно ее решения. Мол, не могу я решить эту проблему, не могу я решить эту трудность. Хорошо, давайте теперь считывать знаки судьбы. Это важно. Итак, первая карта, первый знак. Первый знак – это император, знак мужчины. Вы знаете, карта как будто бы показывает, что в вашем поле
или, ну, есть какой-то мужчина, или энергетическая связь с мужчиной, который очень важен сейчас в жизни. Ну, император, конечно, показывает волевого человека, лидера, или человека, у которого есть некие полномочия, власть, может быть, даже деньги. Ну, не факт, конечно, потому что не у всех есть людей прямо большие деньги, но все-таки, допустим, этот человек выше вас в чем-то и влияет сейчас на вашу жизнь. У него есть золотое яблоко, у него есть корона. И вы знаете, здесь много как бы таких именно знаков идет, да, знаков о том, что у человека есть, ну вот какая-то такая, ну вот может быть бизнес-жилка, да, или может быть способности даже к политике, также способности зарабатывать деньги, привлекать деньги. И вы знаете, ну как будто бы этот человек может вас чему-то научить, навести на правильную мысль, на правильный путь или дать свою протекцию. Или, может быть, вам нужно обратиться к какому-то мужчине. Мол, знак Вселенной, знак судьбы, обратись к мужчине, он властный, он выше тебя, он многое знает, обратись к мужчине. Тебе нужно спросить у мужчины, вот так, пойти к мужчине, спросить у мужчины, позвони мужчине, вот что-то такое. То есть, когда мы именно знак, ищем знак, мол, в этом мужчине загвоздка, в нем дело, он может решить вопрос, проблему, которую ты переживаешь. Тебе кажется проблема нерешаемая. Нет, она решаемая. Ты просто не понимаешь этого, что она решаемая, эта проблема. То есть вот так, понимаете? Здесь что-то вот как мужчина, он влияет на вашу жизнь, он может что-то решить. Важное. Вот появляется, может, мужчина просто, да, появляется скоро. Знак. Не пропусти его, заметь. Подумай, кто это. Или прояви себя как мужчина, да? То есть не как женщина, допустим, если вы женщина, как мужчина себя веди. Прояви гордость, прояви лидерские качества сейчас в жизни. Хорошо, следующий знак для вас. Следующий знак. Скромность. Карта показывает, что в каком-то вопросе в вашей жизни, именно в каком-то очень важном вопросе, нужно подождать и проявить сдержанность, скромность. Там нахрапом действовать нельзя. То есть, допустим, если вы что-то вот у мужчины спрашиваете, да, нужно очень скромненько спрашивать, неважно, мужчина вы или женщина, именно проявить не вот такое не настырность, да, а воспитание свое. То есть даже если вы должны проявить лидерские качества императора и мужскую энергию, но это должно быть именно культурно все сделано, без каких-то замашек, знаете, вот таких вот. Очень скромно все-таки нужно себя вести. Сейчас в жизни скромность важна, она будет цениться окружающими. Если вы будете скромны, если вы будете кроткие, если вы будете хорошо, культурно разговаривать, соблюдать все, там, допустим, правила разговора с людьми, общения с людьми, не говорить плохих слов, не завышать голос. Это будет сейчас важно для вас. Вы себе создадите очень хорошую репутацию в жизни. В общем-то, или нужно пообщаться с каким-то очень скромным человеком. Вы знаете, иногда тихие люди решают тоже какие-то вопросы. Вот у вас есть лидер такой яркий, да, есть скромный человек. Эти двое в чем-то могут вам помочь. То есть знака, да, обратитесь еще и, допустим, к скромному человеку. Если вы чувствуете, что вы довольно культурны, может быть, дело касается скромного человека. А если вы чувствуете, что иногда перегибаете палку, да, в своей вот этой гонористости, или голос часто повышаете, ну вот сейчас надо себя вести очень тихонько. Хорошо, следующий знак. Не взрослейте, это ловушка. А вот, кстати, хорошая карта. Она показывает, что вам нужно
осознавать всегда, что внутри вы тот же самый ребенок, что и был в жизни в этой, да. Вы тот же самый человек, тот же самый ребенок. У вас есть внутренний ребенок. Никаких взрослых в этом мире вообще в принципе не существует. Может, нужно иногда расслабиться, да даже поиграть. Вот вам нужно это расслабление, вам нужна какая-то небольшая такая передышка для того, чтобы ощутить себя более счастливым, гармоничным человеком. Вы знаете, карта, она показывает, что человек слишком может чопорным таким стать изнутри. Я же взрослый, знаете, вот прям гордыня. Но на самом деле мы все внутри те же самые дети, что и были раньше. Вот и все. Хорошо, следующий знак судьбы для вас. Давайте смотреть. Дахи. И второй слог на. Дахи на. Этот знак гласит, что важно уметь держать себя в руках. Разум ваш помощник. Вот видите, у нас у императора сильный разум, но вы должны держать себя в руках. И наш вот этот два слога тхина подтвердили вам это. Умейте сейчас, в данный период жизни, держать себя в руках. Да, с другой стороны, не взрослейте, это ловушка, то есть внутри вы остаетесь ребенком, вы можете веселиться и играть, но не в каких-то определенных ситуациях, которые решают вашу проблему. Вот в ситуациях, где нужно решить проблемы, да, я вам объясняла, что разум ваш помощник, нужно включать самоконтроль. Но дома можно расслабиться, да, сказать, что вы все тот же человек, который был раньше. И, конечно, это вам поможет, чтобы сменить обстановку, да, и внутреннее самоощущение. Если вы будете это в себе сочетать, вы действительно будете счастливым человеком. Ну вот такой у нас первый расклад. Не забывайте смотреть свой знак зодиака. А мы идем к второму раскладу. Розовые духи. И первая карта. В каком аркане сегодня живете, да? Король Пентаклей. Заметьте, вчера, по-моему, вторая или третья позиция тоже жили в этой же карте, только другой колоды, да? Ну, король Пентаклей — это очень хорошая карта. Она говорит, что сегодня вы стабильны. Сегодня вы, возможно, отвечаете за кого-то. У вас есть подопечные, у вас есть люди, за которых надо отвечать, там семья или коллектив. Вы занимаете лидерскую позицию, вы привлекаете достаток, деньги в свою жизнь, изобилие, вы умеете хорошо работать, вы хозяйственник, вы готовы инвентаризировать свои вещи, да, или владеть, там, не знаю, каким-то складом, или там в доме все, чтобы было, ну, как бы по порядку. Но, с другой стороны, вы очень стабильные, но это не значит, что вы восторжены. То есть вот такого прям вау-состояния нет, это состояние скорее вот постоянной работы, постоянного самосовершенствования. Когда человек увлечен тем, что вот он должен все успеть, он должен там и работать, и контролировать, и отвечать, и проявлять там себя, да. Скорее, вы очень заняты постоянно. Если вы чувствуете, что не ваша карта, выберите другую. Это карта, конечно, ответственности. Такой человек чаще всего семейный, в браке, и на хорошей там должности или в бизнесе работает, потому что ему нужно зарабатывать. Вот. Хорошо. Смотрим для вас первый знак судьбы. Первый знак судьбы для вас. Карта королева кубков. У нас тут король пентаклей и королева кубков. Хорошая пара. Вы знаете, эта карта показывает любовь. Знак Вселенной идет о том, что вы можете отдаться чувству любви. Любите, мол, любите от всей души, да. Любите кого хотите, как хотите. И также это знак красоты. Украшайте себя. Становитесь смелее, становитесь нежнее. Еще эта карта, показывающая, что вам нужно уметь выслушать людей и направить свое внимание в сторону еще и эзотерики. То есть и саморазвитие должно быть, духовное развитие, и вот какой-то, может быть, магический потенциал.
Вообще, еще королева кубков означает либо веди себя как королева кубков, да, ну вот будь таким вот прям хорошим психологом и красивой женщиной, или там личностью красивой, как если вы мужчина. Но и с другой стороны может говорить, обратись к женщине, обратись, допустим, за помощью, за каким-то делом к женщине. Хочешь решить какой-то вопрос, обратись к женщине, возможно, знака воды или с асцендентом в воде. То есть она тебе, мол, поможет сейчас в жизни, да, обрати на нее внимание. Хорошо. Для мужчины это еще и знак любимой женщины. Мол, появится у тебя скоро любимая женщина, да? Такое тоже может быть. Хорошо. Ну или там вы наладите отношения с любимой женщиной, прояви к ней инициативу. Следующий знак, давайте смотреть. Следующий знак для вас. Собранность. Соберись с мыслями, соберись с чувствами, постарайся дисциплинировать себя. Сделай все, чтобы достичь, добиться, победить. Постарайся навести мосты с людьми, постарайся соединить две стороны, там, допустим, две половины соединяй, вообще соединяй два края. Может быть, знаете, еще собранность показывает, что если, мол, не соберешься, не дисциплинируешь себя, ничего не выйдет, не получится. Нужно делать, нужно стараться, нужно концентрировать свое внимание на определенной проблеме там, или цели, если ты хочешь ее достичь. То есть нужно уметь направлять свое внимание. Пока вы не направляете свое внимание, ничего не будет расти. Если вы хотите, чтобы у вас в жизни что-то росло, любовь, там, деньги или улучшалось здоровье, направьте туда свое внимание. На все, на что мы направляем внимание, улучшается, растет, преобразовывается. И особенно если мы положительное внимание направляем, а не отрицательное. Да и вообще собранность может указывать на то, что вам нужно собраться срочно, потому что скоро что-то грядет, да? Ну, может, какое-то важное событие, дело. Так, следующий знак. Не нужно. Понимаете, вы что-то как будто хотели сделать. Что-то собрались вот, предпринять, но этого не нужно делать. То есть сейчас есть какой-то шаг, который нельзя делать, да? Именно нельзя это предпринимать. И вы какую-то хотите совершить ошибку. Лучше бы вы сконцентрировались на достижении своих целей и ставили именно те цели, которые вам действительно необходимы. Потому что вот карта явно указывает, что вы вцепились в то, что вам совершенно не нужно. Задумайтесь, что это. Знак судьбы просто так такой не падает. Что это? Так, идем дальше. Ах. И второй слог. Ара. Знак гласит, если вы заинтересованы в ваших отношениях, то наберитесь терпения. То есть вам нужно по поводу отношений не ломать дрова, да, как говорят. Вот поэтому и не нужно. Слово «не нужно» и дальше. Если вы заинтересованы в отношениях, наберитесь терпения. Какую-то, скорее всего, в личной жизни хотели проявить совершенно ненормальную инициативу или ненужную инициативу. Может, хотели совершить, там, не знаю, слишком дорогой подарок могли хотеть совершить. Или, допустим, знаете, еще ошибаются, когда закатывают истерику, скандал. Очень сильно ошибаются. Или когда начинают критиковать партнера, партнершу, да. Естественно, это в итоге приводит к каким-то фатальным последствиям. Мол, не спеши, подожди, успокойся, да, успокойся. Ты как-то перегибаешь палку в личных отношениях, ты как-то слишком, может быть, давишь на партнера или партнершу, или там, не знаю, ну вот какая-то ошибка есть, да, с твоей стороны в поведении. И нужно сначала подумать хорошо. Ну, такие знаки Вселенной для второй позиции. Не забывайте смотреть свой знак зодиака. Так, следующая позиция. Синие духи, да? И первая карта, в каком аркане вы живете.
Это аркан 4 кубков. Ну, все надоело человеку. А своих собственных возможностей не видит прямо под носом. Да? К вам идет и возможность, и новость, но вы этого всего не замечаете или не хотите замечать. Либо вам что-то сейчас предлагают, но вы не хотите этого. То есть отказываетесь от того, что вам кто-то что-то предлагает. Карта скуки, апатии, ничего не происходит в жизни. Чувство, что и не произойдет никогда. Отчаяние даже в этом плане может быть, что где мои яркие события, неужели жизнь прошла, что происходит в моей жизни, неужели это все, вообще не знаю, как я могу радоваться больше в жизни. То есть вот такое, кто я, зачем я, почему мое предназначение куда-то делось, было ли оно. То есть человек вот прям пытается себя понять, но пока не может. Также это карта медитации, пассивности, тишины, спокойствия, одиночества. Если вы с кем-то находитесь, допустим, в отношениях, в коллективе, вам кажется, что это пустое, что перешло все в обыденность, яркости ноль. Хорошо, давайте посмотрим знаки судьбы для вас, да? Если вы себя узнаете. Если не узнаете, вам в другую позицию. Итак, первая карта. Тут у нас 9 мечей. Этот знак судьбы гласит, что вы слишком накручиваете ситуацию, вы слишком преувеличили свои какие-то проблемы, трудности в жизни, преувеличили вот эту свою апатию. Возможно, вы грустите, но на самом деле повода для этого не существует, его нет. То есть то, что вы вообразили себе там самое страшное, этого точно ничего не произойдет. Вы придумали себе тревогу. И на самом деле вам нужно просто осознать один раз, что это вымышленная тревога. Что вы выдумали себе проблемы, которой нет. Проблему, которой нет. И получается, что вам нужно приобрести позитивное мышление, потому что вы зашли в тупик в жизни, да? Загнаны в угол. И первое, что нужно сделать, начать мыслить позитивно. А может быть, все не так уж плохо. Может быть, есть в жизни какие-то возможности, радости, шансы, любовь, признание, работа, творчество, цели, покупки. Ну, вот любые радости. То есть вам нужно вот больше, да, позитива. И еще это карта астрологов. Может быть, вам нужно увлекаться астрологией. Это ваше. В жизни есть черное и белое, добро и зло. И на самом деле одно не бывает без другого. Помните об этом. Той проблемы, что вы придумали, не существует. Она вот только в вашей в голове есть. Больше нигде. Следующий знак для вас. Очарованность. Карта показывает, что скоро случится что-то очень такое невероятное, чудесное. Вы будете удивляться. А еще, возможно, кто-то дивится на вас. То есть, ну, вы кому-то нравитесь. Кто-то испытывает к вам влечение. Еще эта карта говорит, что может невероятное желание какое-то ваше сбыться. Или исполнится надежда какая-то на что-то. А вы не ожидали, не думали, не гадали, что это так быстро или там вообще что это произойдет. Карта очарованности очень положительная карта. Она говорит, что если вы верите в чудо, оно обязательно произойдет. Если вы надеетесь на чудо, Богу ничего не остается, как показать вам это чудо. Просто верьте, вы просто надейтесь на него. И вы знаете, еще может являться перед вами кто-то необычный, кто вдохновляет вас. Или вы можете найти кого-то необычного, кто вас вдохновит. В интернете, например. Если читайте истории известных людей или блогеров, слушайте их истории жизни. Вы удивитесь и совершенно точно найдете себе кого-то, на кого можно равняться, ориентироваться. Мне кажется, вам этим сейчас нужно заняться, судя по этой карте. Следующий знак судьбы давайте посмотрим.
Выйди за рамки. Да, вам действительно пора выйти за рамки, я вам честно говорю, потому что вы в какой-то своей зоне комфорта застряли. Вы погрузились в пустоту, в апатию, внутрь своей души, а душа потемнела. Растрачиваете попусту энергию в никуда. И если вы хотите применить свою энергию по назначению, то ее все-таки нужно направлять на созидание и позитив. А я ничего не хочу, скажете вы. А не обязательно чего-то хотеть. Попробуйте просто жить и радоваться жизни. Сделайте для себя что-то, от чего вы можете быть счастливы. Что вас точно порадует, гарантированно, вы это отлично знаете. Сделайте это. Вы знаете, вот выйдя за рамки, это нужно идти в лицо страху, нырять в страх, постараться сделать что-то неординарное, сесть на поезд, уехать куда-нибудь. Вот сделайте что-то. Вам это нужно, необходимо. Вы должны развеяться, растрястись. Понимаете? Вы слишком застряли, увязли в болоте. Вам нужно растрястись. Обязательно нужно. И выйдя за рамки, это вам точно советуют. То есть вам нужно стать более таким неординарным, да, человеком. Нестандартным, необычным, интересным. Может быть, эпатажным, да, эпатировать окружающих. Не знаю, там линзы вставьте белые, волосы сделайте синие, серьгу вставьте в губу. Может быть, так вам поможет. Это, кстати, многим помогает. И все такое прочее. Сядьте на самолет, улетите в Париж. Почему нет? Один раз живем. 2 раза не получится в этом теле и с этой личностью. Душа останется, а личность все равно только на 1 раз. Хорошо, давайте теперь возьмем следующий знак. Следующий знак на Ра. На Ра. Этот знак гласит, чем резче и энергичнее вы станете действовать, тем хуже будет результат. То есть вам не надо сильно совершать какие-то кардинальные, да, действия. Вам скорее нужно это делать постепенно. Допустим, вот как я говорила, сделайте там синие волосы, серьгу, но не в один день, да. То есть сегодня вы сделали серьгу, прошло 2 недели, покрасили волосы в синий, прошло 2 недели, походили, попривыкли, может, что-то поменяли там на розовый цвет. Там, может быть, вы взяли, допустим, слетали в Париж, подумали, успокоились, потом сделали еще что-то. То есть вам нужно вот так действовать постепенно, да, постепенно вводя мероприятия, не все в раз. Вот. И дела нельзя делать все в раз. Вот. И вообще, перед тем, как вы что-то такое решаете, действительно нужно посидеть, подумать, а буду ли я от этого счастлив, а стоит ли мне это делать, да, то есть каждый ведь счастлив от своего чего-то. Я вот если купила колоду карт, я счастлива. Вот у меня сейчас мопс стоит у двери, ноет. Если бы не ныл, я была бы очень счастлива. Представляешь, мопс? Слышите это вообще вот? Вот элементарно. Есть какие-то самые простые вещи. Не обязательно там, да, хипарем становиться или каким-нибудь гопником. Но это я так уже приводила какой-то пример, да. То есть у каждого свое. Можно купить себе духи дорогие. Главное что-то сделать, да, что-то сделать. И не делать резких движений, а постараться сделать все это плавно, постепенно, раздумав, 10 раз подумав о том и о сём, о пятом, о 10. В общем, не нужно сильно кипишить при этом, да. Но за рамки вам выйти все равно придется, то есть поменять зону комфорта, это обязательно. И не забывайте смотреть свой знак зодиака, не забывайте. А мы идем к позиции, теперь к знакам зодиака как раз-таки. Теперь у нас знаки зодиака. Итак, первый знак зодиака – это Овен. Теперь будем смотреть знаки судьбы для Овна. Давайте смотреть. Первый у нас Таро. Таро мудрых собак. Вот у меня сейчас была не мудрая собака, а у вас мудрые здесь участвуют. Только мудрые собаки. Так, Так, это у нас, да? 2 жезлов, да? Или пентаклей. Как они так сделали? Вот жезлов, наверное.
Итак, дорогие овны, смотрите, у нас тут есть черное и белое, да? И получается, что знак здесь идет выбрать между тем, вот вы на какой стороне вообще сейчас, да, в жизни? Вы на какой стороне, на черной или на белой? То есть это может быть выбор между, там, не знаю, двумя партнерами, двумя работами, двумя, там, не знаю, городами. То есть что-то нужно выбрать одно. Дальше, значит, совет здесь идет, знак Вселенной о том, что если вы хотите в жизни чего-то добиться, дорогие овны, то нужно составить план. То есть не торопиться, да, не действовать прямо сейчас, а составить план того, как вы будете действовать и добиваться своей цели. Это очень-очень важно. Выбрать цель, потом составить план и добиваться этой цели планомерно, да. То есть не отходя уже от этого плана. И также тут может быть выбор между прошлым и будущим. Допустим, что-то в прошлом оставить раз и навсегда и выбрать свое будущее ради там, себя, ради своих детей, ради своего счастья. Это очень важно. Хорошо, следующий знак судьбы для вас, дорогие овны. Карта «Мир». Мир показывает, что, возможно, вам придется отправиться в путешествие или, может быть, пройти по длинному пути, допустим, какого-то учения. Ну, там, познать или науку определенную, или духовную практику, или найти своего учителя, гуру. Вот. Поэтому, дорогие овны, приготовьтесь. Это настоящий момент посвящения. Что в путешествии, что в обучении. Я считаю, вот эта дорожная карта, она неплохая. Она говорит о медленном пути продвижения вперед, но при этом она всегда основательно продвигает. То есть знак судьбы здесь именно в том, что вы скоро куда-то в жизни совершите переход, и он будет действительно очень важен для вас, дорогие овны. Так, следующий знак судьбы – не усложняй. Не стоит усложнять ни отношения, ни проблемы, ни работу. Постарайтесь как-то попроще. То есть в ближайшем будущем не накручивайте ни одну ситуацию и не раздувайте проблемы. Вот бывает такое, да, что человек прям привык вот раздувать какие-то ситуации в жизни. Вот прям берет и начинает вот это вот, знаете, вот как, допустим, представим, что вы что-то небольшое нарушили, да, а кто-то вам раздувает, вот, штраф тебе дадут, много тысяч евро, тебя посадят, ля-ля-ля. На самом деле ведь ничем таким не обернулось, да, и просто, как-то бывает, что-то корректируем, поправляем. Да, мы все ошибаемся, это все люди знают. Если бы на каждого за это накладывали штраф или садили, все было бы переполнено, и все были бы нищими. То есть, понимаете, не усложняйте ни одну проблему. Зачем? У меня недавно ребенок ехал на велосипеде, и на пешеходном переходе его сбила машина. Но не то, чтобы он пострадал сильно, да, а просто сбила вот как-то так легонько. Он упал там, понятно. Но если бы все начали эту проблему раздувать, то дошло бы там до всех этих полиции, гаишников, всего остального. А зачем? То есть, понимаете, то есть нужно в разных ситуациях вести себя, естественно, адекватно, да. И вот любую проблему возьми, зачем ты это делаешь, то есть, понятно, зачем ты это делаешь, то есть никто у нас усложнять ничего не стал, и все просто мирно разошлись, да, без всяких там вот этих накручиваний. Вот и вас также надо поступать, конечно, чтобы не случилось. Хорошо, следующее. Первый слой. Надо же перемешать. Я такая перемешала сама по себе, пока болтала. Наш при вас перемешать, да? Давайте перемешаем. Следующий, значит, у нас Ра и Ца. Ра, Ца у вас слог. Он гласит: будьте мудрее, не стоит идти напролом. Вот действительно, не стоит идти напролом, дорогие овны. Вы всегда ходите только напролом. Это у вас любимое дело. Видим ворота, бьем рогами, да? Поэтому постарайтесь понять, не все тут рогами в этой жизни пробивается, правильно же? Некоторые вещи, наоборот, очень даже мягко нужно добиваться.
Лучше ласково сказать, что-то чуть-чуть там, да, подарить, может, кому-то, чем вот так вот прям вот напролом идти, да вы мне должны тут всем, вот это все. И также в отношениях, да. Ну-ка там сделала вот это быстро. Может, как-то попроще надо. Ну, вот такие знаки вышли для Овна. А мы с вами идем дальше, да? Идем дальше. И следующий знак зодиака у нас это Телец, да? Телец. Тельцы. Знаки судьбы. Знаки судьбы для Тельца. Начнем с карт Таро. Карты Таро. Двойка кубков. Ну, дорогие тельцы, вам идет знак судьбы, что вас кто-то очень сильно любит или в ближайшее время полюбит, или у вас есть взаимная любовь, мол, не сомневайся и знай, да, что чувства эти неподдельны. Вообще карта также показывает: объединяйтесь, обращайтесь к любимому человеку, любите от души, от сердца, растворяйтесь в любви. Обратите внимание на личную жизнь, на отношения. Сейчас это важно для вас. Сейчас это необходимо для вас быть в этих отношениях, в этой любви. И, соответственно, вот вам нужно сконцентрироваться на том, что да, действительно, чувства взаимные. Чувства есть или будут вот скоро-скоро. Будьте вместе. Хорошо, следующий знак судьбы для Тельца. Следы. Вы знаете, карта показывает на самом деле, что нужно учиться обращать внимание на детали. Во-первых, мелкие детали, какие-то маленькие буквы в контрактах, да, что написано мелким почерком, как говорят. Потом, значит, обращать внимание на какие-то мелочи в работе там, или там в жизни, которые могут оказаться просто важными. Или, допустим, вы можете даже выявить предателя, если обратите внимание на мелочи, вот, которые этот человек делает. Да? Проверить любого несложно на самом деле. Каждый оставляет следы. Просто нужно быть очень внимательным. Обратите внимание на окружение свое, дорогие тельцы. Так, следующий знак судьбы. А теперь возлюби себя как своего ближнего. Аминь. Вам нужно любить себя. Возможно, в последнее время вы мало себе уделяли внимания, заботы. Постарайтесь проявить себя в этом плане. Постарайтесь купить себе что-то дорогое, хорошее и побаловать, да, там себя, может, вкусняшками или еще что-то. Но самое главное — это простить себя, простить себе любые оплошности прошлого и не обращать внимания, потому что все мы ошибаемся, дорогие тельцы, все и во всем. Это нормально для человека ошибаться. Вот если бы человек не ошибался, каким же он был бы роботом или там монстром. Так, теперь слог. Дхи на. Дхи на. Он гласит: важно уметь держать себя в руках, разум ваш помощник. То есть постарайтесь логику включать, здравый смысл в каких-то вопросах, не пылить, не психовать, а просто логика, логика, логика. И значит, вы можете избежать любого скандала, любого концерта чего-то, да, по заявкам. Ну, вот такой ответ дали карты Тельца. А мы идем с вами дальше. Следующий знак зодиака — Близнецы. Получите знак судьбы, дорогие Близнецы. Первая карта — это Таро мудрых собак. Гадаем на Таро. Итак, знак судьбы — это туз кубков. Чувство, любовь через край, энергия изобилия тоже через край. Кто-то вас очень сильно любит, да? Хочет сделать вам признание или подарок. Приготовьтесь, дорогие Близнецы. Вы будете купаться в любви этого человека. Более того, может, грядет знакомство для отношений.
либо врывается энергия денежного изобилия в вашу жизнь. Лови, как говорится, горшок подставляй для денег. Вот, так что карта очень хорошая. Еще обратите внимание на свои таланты, конечно, по этой карте. Может быть, у вас уже рвется наружу талант какой-то, который нужно развивать, а вы еще пока закрываете на это глаза. Следующий знак судьбы. Обнаружение. Рядом с вами есть настоящее сокровище. А вы еще пока этого не заметили, дорогие близнецы. Может быть, стоит оглядеться вокруг себя, подумать. Более того, у вас есть какая-то заманчивая перспектива. Зарабатывать больше. Может быть, найти что-то. Что-то плохо где-то спрятано. Или, наоборот, слишком хорошо. Где-то плохо что-то лежит, а можно взять, да? Поэтому, попробуйте поискать. Поиск – это ваше все сегодня. Думаю, что вы найдете много сокровищ. Может быть, даже не одно. Следующие карты. Знаки Вселенной, да? Мечтай, и все получится, дорогие близнецы. Научитесь мечтать. Ведь если вы мечтаете, вы уже на шаг ближе к своей мечте. Позитивные мысли притягивают то, что мы хотим. Естественно, карта гарантирует вам, что если вы научитесь мечтать, даже вот просто на ночь перед сном, о том, что сделает вас счастливым человеком, это обязательно появится в вашей жизни. И последняя карта. И последнее. Это слог, который нужно собрать, да? Ах, 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 ах. Вам действительно повезло, дорогие близнецы. Ах, ах, ах. Сделайте первый шаг навстречу, и вам действительно ответят с радостью. То есть вот, понимаете, как будто бы вот чувство, что с любовью что-то, да, связано. Мол, сделай шаг навстречу, тебе с радостью ответят, да? Там, допустим, мечтай, все получится, оглядись вокруг себя, ты свое сокровище не замечаешь, кто-то скоро признается тебе в любви. То есть вот у вас прям, мне кажется, с отношениями что-то. Ну, вот такой ответ дали карты близнецам. Еще и ах, ах. Ах, ах. Хорошо, идем дальше. Раки. Дорогие раки, давайте посмотрим ваши знаки судьбы. Знаки судьбы для раков. Вышла карта шестерка кубков. Дорогие раки, кто-то рвется к вам из прошлого, встречайте. Возможно, будет возвращаться человек, с которым вы давно не общались, или даже бывший любимый человек. Может там что-то звонить, писать, предлагать. И также нужно обратить внимание на то, о чем вы мечтали там в детстве, в молодости, в подростковом возрасте. Может быть, пора исполнить эту мечту. Может быть, пора воплотить это в жизнь, и это сделает вас более счастливым человеком. В общем, заглядываем назад, дорогие раки. Вспоминаем. Так, следующая карта. Ой, какая радостная карта, спонтанность. Вообще, да, действительно, как говорят, спонтанная вечеринка, самая лучшая вечеринка, да. То есть может что-то произойти такое, что резко позвали куда-то, организовали какой-то импровизированный праздник, там танцульки, или вас пригласили внезапно на свидание, неожиданно вот совершенно что-то произойдет, дорогие раки, и Вселенная посылает вам знак, что да, спонтанно будет какая-то радость в скором времени, и не пробуйте даже предугадать, что это будет, это бесполезно. Но просто будьте счастливы в этом моменте. То есть, когда этот момент наступит, нужно поймать это счастье. Так, следующий знак судьбы. На часах сегодня самое время для любви. Дорогие раки, у вас действительно время любви. Время растворяться в отношениях. Время ходить на свидания, время встречаться, влюбляться, жениться, я не знаю, жить вместе, заводить детей, может быть, семью. И воспользуйтесь этим временем сегодня, сейчас. Начинайте. Хорошо. Так, теперь давайте вот наш из двух слогов составим, да?
Ух ты, прям выпало, смотрите как. Первый слог ра. И второй будет ца. Раца. Будьте мудрее, говорит раца. Не стоит идти напролом. Ну, действительно, если есть какое-то дело, проблема, может быть, решить мягко, а не идти напролом. То есть это важно, да. Если идти напролом, могут отказать. Ну, вот такой ответ дали карты ракам сегодня. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака – это лев. Дорогие львы, давайте посмотрим, а какие вам идут знаки судьбы. Сейчас узнаем. Правосудие. Будьте справедливы, во-первых. А во-вторых, ну, скоро достигнете в чем-то либо равновесия, либо действительно правосудия, справедливости в чем-то достигнете, либо выиграете, может быть, суд, судебное разбирательство. Правосудие хорошая карта. Она также может означать, что скоро вам заключать контракт или вступать в официальные отношения. Поэтому, дорогие львы, оглядитесь вокруг себя и подумайте, с чем связана эта карта. Но карта явно говорит о том, что вот внутри вы получите вот это равновесие, да, вы будете более гармоничны, у вас появится, знаете, такое чувство, что вы спокойны тотально, да, и воспринимаете все в этой жизни правильно, так, как и должен воспринимать нормальный настоящий человек. Хорошо. Следующая карта. Незавершенность. Карта показывает, что либо вы ощущаете, что что-то еще не завершилось, либо человек, связанный с вами. Есть какая-то история, которую вы не доделали, вот как будто бы, или работу не доделали, или в отношениях точку не поставили. Но все-таки надо доделать, да, поставить точку, завершить, довести до конца. Это очень-очень важно. Так, следующий знак судьбы для вас, львы, это... Если у вас есть больше, чем вам нужно, делайте стол шире, а не забор выше. Научитесь делиться, дорогие львы. Скоро у вас будет больше, чем вам нужно. Может быть, денег, может быть, любви. Ну, чаще всего, да, ресурсов. И, может, энергетических ресурсов. Поделитесь с другими. Это важно. Помогать обездоленным, помогать вообще окружающим, своей семье. То есть, прежде чем помогать нищим, всегда глядись, что у тебя в семье творится, да. Многие так любят помогать там бездомным животным, домам престарелых, приютам, но они не оглядываются вокруг себя, и что у них буквально среди родственников есть такие же абсолютно люди, но без поддержки даже государства. И вспомните об этом, дорогие львы, обязательно. Нужно начинать с своего окружения. Потому что многие не очень любят свои семьи, своих родственников, а ведь это самые близкие люди. И там, допустим, на друзей надо обратить внимание. Может, кто-то из одноклассников, не знаю, спился давно, вы даже не заметили. Или потерял близких, или пожар там был, да, в доме. Вы даже, может, не обратили на это внимание. На своих друзей, бывших там одноклассников, кто-то пропал. Вы подумали, не хочет со мной дружить, а человек давно в беде. Оглядитесь сначала на этих людей. И уже потом бегите к всяким приютам. Потому что, их тоже поддерживают все миллионеры и так далее. А кто поддержит ваших родственников и друзей? Вряд ли кто-то. Хорошо. Смотрим теперь карточки. Составляем 2 слога. 2 слога. Так, первый у нас ах. А второй ра. Ахра. Если вы заинтересованы в ваших отношениях, то наберитесь терпения. Да, действительно, если отношения вас интересуют, лучше набраться терпения, потому что у всех есть недостатки. И нужно научиться ждать, нужно научиться считаться с объектом своей любви. Если у вас еще нет любви, научитесь ждать свою настоящую любовь и понимать, что она действительно необходима именно та, которая нужна, а не та, которая просто так пришла, да, это любовь, и там на пару лет или там на несколько месяцев. Зачем это надо? То есть не разменивайтесь, научитесь именно дожидаться своего.
Ну, вот такой ответ дали карты Льва. А мы идем с вами дальше. Следующий знак зодиака – это Дева. Знаки судьбы для Девы. Гадание онлайн на Таро. Итак, первая колода Таро мудрых собак. Паж мечей. Дорогие девы, первое, что идет, да, скоро вам чему-то придется поучиться, чему-то новому и интересному. Может быть, читать книги, учить иностранный язык. Также карта показывает, что появится человек, которому вы не сразу будете доверять. Но прежде чем доверять, нужно проверять, да? И более того, эта карта говорит о разведке. Ну, то есть постарайтесь вот вокруг там вашего бизнеса или там каких-то ваших работ, дел навести справки. Навести справки, а как сейчас обстоят дела на самом деле, что сейчас там может быть актуально, да, актуально. Особенно вот наводите справки в юридических вопросах. Хорошо, следующий знак судьбы для вас, дорогие девы. Вышла карта решительность. Вы знаете, да, вы, может быть, являетесь тигром, который попал в яму, да, но нужно научиться выбираться решительно. Либо, может быть, вы есть вот этот олень, который обвел вокруг пальца тигра, да. То есть вы решительно скакнули, а он попал в яму. Ну, тоже вариант. Вы знаете, эта карта, она показывает, что если вы хотите в жизни чего-то добиться, достичь, там, не знаю, выздороветь, жениться, уехать, вам нужно все-таки действовать. Если вы будете действовать, у вас будет все. Следующий знак. Весь этот мир ты, говорит вам Бог. Так и есть. Весь этот мир есть ты. Почему? Потому что каждый из нас, во-первых, живет в своем мире, у него своя вселенная. Человек может мысленно проваливаться на большие расстояния, куда угодно, на миллиарды световых лет и так далее. И даже в любую эпоху он может попасть сквозь время и пространство. Его мысль может гулять хоть где. Весь мир — это ты. У каждого внутри есть это осознание, что он и есть, так скажем, сам Бог, да. Он создал все вокруг себя, он создал все, что внутри него. И мы все часть этого процесса. Конечно, в своей повседневной жизни мы этого не замечаем, но Бог вам напомнил. Получается, раз весь мир — это ты, да, осознание, то ты сам себе напомнил. Хорошо, следующее. Составляем 2 слога. На. Ра. Нора. Чем резче и энергичнее вы станете действовать, тем хуже будет результат. Вам нужно в каком-то деле подождать. То есть есть дело, которое вы хотите достичь, да, и делает вас счастливым человеком, действуйте решительно. Но, опять же, не резко, не так энергично. Либо, может быть, вы бьетесь об что-то уже давно головой, а может быть, надо было бы подумать, да, какая-то проблема не решается, а вы над ней и не думали, и не направляли туда энергию. Попробуйте иначе, да, иначе. Грубой силой здесь просто не возьмешь. Вот такой ответ дали карты девам. Следующий знак зодиака — это весы. Знаки судьбы для весов. Давайте смотреть. Первое — это колода Таро мудрых собак. Дорогие весы, у нас такое гадание сегодня на такой колоде. Да? Итак, первый знак судьбы — это 4 жезлов. Готовьтесь к празднику, дорогие весы. Скоро будет большая радость в вашей жизни. Что-то будете отмечать, будете очень счастливы. И, конечно, это повод, да, повод для того, чтобы собраться вместе с близкими людьми и чему-то, да, вместе
радоваться. Может, на какой-то юбилей, на свадьбу пойдете. Что-то получится. Может, покупка крупная. Новоселье обмывать. Что угодно. Вот будет повод для радости, для счастья. Хорошо. Следующий знак судьбы. Сомнения. Всякий раз, когда мы что-то затеваем, мы сомневаемся, а что нас там ждет? Да, это вот как вход в темную пещеру. А что там? У нас есть факел, освещающий нам путь, но все-таки мы ступаем в неизвестность. Да, вы будете в скором времени, дорогие весы, ступать в неизвестность. Вы появитесь в новом месте или с новыми людьми будете знакомиться. И вы будете, конечно, сомневаться в этих людях или в этом месте, но сомнения постепенно пройдут. Ступайте медленно, постарайтесь все тщательно осматривать. И если вы не сделаете сильно резких движений, то все будет хорошо. Так, следующий знак для вас. Успеваешь жить. Еще и романтика тут есть, да, смотрите. Успеваешь жить. Вот успевайте жить, дорогие весы. Жизнь ставит вас в то положение, когда вы должны согласиться на что-то. Может быть, вам дается шанс, там, допустим, перейти на хорошую работу, или заработать крупную сумму денег, или познакомиться с приятным человеком. Если вы влюбились, если вы хотите чего-то, сделайте это сейчас. Зачем чего-то ждать? Хорошо, идем теперь составлять 2 слога. 2 слога для весов. Пора. Если вы покладисты, то есть шанс избежать потрясений и неурядиц. Вот видите, вам просто нужно, вот я говорю, ступать осторожно, и все будет хорошо. Будьте покладисты. Радуйтесь, устраивайте праздник, да, успевайте жить, разведка, и все нормально. Вы, весы, обычно как раз-таки плавные, без резких особо движений, да, вот, ну, держите себя полностью в руках, и все. Вот такой ответ дали карты сегодня весам. Сама судьба с вами поговорила, да? А мы идем дальше. Следующий знак зодиака – Скорпион. Знаки судьбы для Скорпиона. Гадаем онлайн на картах Таро и других оракулах. Четверка мечей. Вам нужно научиться, скорпионы, отдыхать. Иногда расслабляться, научиться медитировать, научиться отдыхать – это тоже настоящее искусство. Может, вы переработали, может, вам нужно съездить в отпуск. А еще четверка мечей может означать, да молчи ты уже. Вот где-то бывает такое, что человеку надо бы промолчать. Научитесь молчать. Где-то вам нельзя говорить, где-то вам нельзя, может, резкие слова какие-то говорить в ближайшем будущем. Задумайтесь над этим, потому что, может, вы кому-то секрет какой-то расскажете, вы знаете, или нагрубите, или еще что-то. Или, может, вы собирались с кем-то поговорить? Молчите, пока рано. Хорошо, следующий знак для вас, дорогие скорпионы. Внушаемость. Вы знаете, эта карта, она показывает, что кто-то что-то вам пытается сказать, что навязать свою волю, но нужно быть собой. Нужно действовать по своему усмотрению, по своей указке, чувствовать это пространство интуитивно, да, и знать, а что нужно именно вам для счастья. Не кому-то там из окружающих, а именно вам. От чего именно вы будете счастливы, чем хотите заниматься именно вы. Не живите по навязанному мнению, а живите по своей интуиции. Следующая карта, знак судьбы для Скорпиона. Краснеть не за что, дорогой Скорпион. На самом деле кто-то пытается, может, вам вменить чувство вины, но вы ни в чем не виноваты. Вам не за что краснеть. Вы вели себя правильно. И, скорее всего, у вас есть для этого объяснение. Так, может быть, и нужно объяснить. Вот. То есть, когда будет такая возможность, не прямо сейчас, да, рваться объяснять, а вот будет такая возможность, и при случае вы объясните, что вам краснеть реально не за что. Вы ни в чем не виноваты. Хорошо.
Следующие, значит, составляем 2 слога для Скорпиона. 2 слога. Па. Ах. Па-ах. Умение отстаивать свои интересы поможет выбраться из затруднительной ситуации. Да, вам действительно, вот уже много раз карты сказали, все-таки нужно не по чьей-то указке жить и иметь свое мнение. Отставить свои интересы, но и не ругаться, да, а именно как-то вот мягко это все сделать. И просто внутри себя не обвинять, а запомнить, что да, вам не за что краснеть. Ну, вот такой ответ дали карты Скорпионам. А мы идем с вами дальше. И следующий знак зодиака – Стрелец. Знаки судьбы для Стрельца. Давайте смотреть. У нас, значит, карты Таро мудрых собак. Двойка пентаклей. Двойка пентаклей показывает: Стрельцы, хочешь жить, умей вертеться. Покажите все свои положительные качества перед кем-то. Если вы хотите, допустим, работу или отношений, ну, показывайте себя, демонстрируйте, кто вы есть, демонстрируйте свои лучшие черты, лучшие качества. И у вас, естественно, получится то, что вы задумали. Вы чего-то, Стрельцы, хотите. Так, значит, нужно показать свои-то способности, свои таланты в этом деле. Хорошо, а следующий знак для вас – ух ты, какая красивая карта. Тайна. Скоро либо откроется какая-то тайна в вашей жизни, либо откроется какая-то таинственная дверь, дорогие Стрельцы. Действительно, раньше эта дверь была закрыта. Может, вы узнаете чью-то тайну, кто-то что-то скрывал, может, любимый человек там, да, или тайна семьи. То есть это что-то будет очень интересное для вас. А ведь вы очень любите тайны, правда? И вот узнать тайну, это, ну, крайне любопытно для Стрельца. Поэтому готовьтесь, предвкушайте. Скоро какая-то тайна раскроется. И откроется дверь в новое, в неизведанное. Следующий знак судьбы для вас. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Да, действительно, если у вас есть какие-то зависимости, и они уже владеют вами, избавляйтесь, дорогие Стрельцы. Также не стоит сильно впириваться в какие-то ситуации. Ну, допустим, я очень хочу снять эту квартиру, раз ушла, да, другому клиенту. Или я очень хочу, там, не знаю, поехать туда-то, все пути закрыты. И так далее, и так далее. То есть, если вы сильно привязались, если эта ситуация уже владеет вами, вы ни спать, ни есть не можете, ну, срочно отпустите. Ну, вот либо отпускайте свои зависимости, они уже владеют вами. Идем дальше. Составляем для Стрельца 2 слога. Следующий знак для вас. Так, ах. Ах и ах. Ах, ах. Сделайте первый шаг навстречу, и вам с радостью ответят. Скорее всего, либо вы на кого-то засматриваетесь и хотите отношений, но не делаете нужных шагов. Сделайте. Либо вы не проявляете инициативу в плане учебы, работы, а может быть надо. Может, вы к начальнику давно должны были сходить и попросить премию там, или прибавку к зарплате, так сходите. Вот в этом плане надо все-таки, да, проявить, вот этот, сделать первый шаг навстречу, проявить себя. Ну, вот такой ответ дали карты Стрельцам. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака – Козерог. Знаки судьбы для Козерога. Сначала смотрим карты Таро. Королева Пентаклей. Во-первых, знак обратиться к какой-то женщине за советом, например, или пообщаться, подружиться, попросить у нее помощи. Также вести себя как королева Пентаклей. Будьте спокойны, стабильны, рассудительны, научитесь слушать людей. Ну и это знак прибавления в деньгах, в финансах в скором времени, поэтому радуйтесь, дорогие Козероги. Скоро у вас стабилизируется финансовое и, возможно, даже семейное положение. Так, смотрим следующий знак судьбы для Козерогов.
значит, состраданием. Карта показывает, что нужно себя вести именно так, да, что сострадать всем ближним, окружающим и чужим людям, и вести себя мягко по отношению к другим, потому что сейчас в вашей жизни это наиболее важно. Карта показывает, что если вы хотите, чтобы с вами обращались хорошо, это вы сначала должны с другими обращаться хорошо. И если вы проявите сострадание, когда-то проявит сострадание и к вам. Это светлая карта, конечно, светлая. Так, следующий знак судьбы для вас, дорогие козероги, это... А что это вы здесь делаете, а? Интересная карта. Она показывает, что вот как удивление какое-то идет в жизнь. Может быть, кто-то придет неожиданно. Может быть, вы кого-то увидите в неожиданном месте, кого там, видеть точно не думали, что увидите, да, что не только не ожидали, а там этого человека не должно быть, а вы увидите. Или, может быть, кто-то что-то сделает, что совершенно выходит за рамки. Вот такой знак. Хорошо. А мы идем, значит, теперь составлять для вас 2 слога. Дхи. Стечение обстоятельств приведет вас к исполнению заветных желаний. Очень такое счастливое предзнаменование выпало, дорогие козероги, и показывает, что да, скоро будет все хорошо в вашей жизни. Вы сегодня счастливые, и я этому несказанно рада, потому что я тоже козерог. Ну, вот такой ответ дали карты козерогам. Идем к водолеям. Дорогие водолеи, давайте посмотрим для вас знаки судьбы. И первое мы берем колоду Таро. Гадаем на Таро. Итак, знак судьбы для водолея – это королева мечей. Во-первых, возможно, нужно обратиться к какой-то женщине за помощью, за поддержкой или за советом в скором времени, а также проявить себя как человек дисциплинированный, инициативный и твердый. Вот проявить в чем-то твердость, дорогие водолеи. Не сдавайтесь. Кто-то может вас что-то там подбивать, уговаривать. Не соглашайтесь. Королева мечей, дама строгая, да, она вам не даст согласиться. Управляйте. Вот постарайтесь управлять ситуациями, людьми, проявлять, знаете, такую воспитанность, но при этом несгибаемость, конечно. Следующий знак судьбы для вас. Ясность. Вы знаете, карта показывает, что вы скоро что-то увидите, ясно увидите. Вы скоро что-то о ком-то поймете, узнаете правду. Кто-то внесет ясность в ситуацию, которая была темной, мутной. У вас где-то были закрыты глаза, дорогие водолеи, и вы поймете истину в очень скором времени. Хорошо, следующий знак для вас. Счастье для всех даром. Действительно, счастье купить нельзя, оно не продается. Но его можно взять сколько угодно, оно для всех даром. Дорогие водолеи, будьте счастливы. Вы дышите, вы смотрите, вы живете, вы ходите по земле. И что еще надо, да? Будьте счастливы каждую минуту, каждую секунду. Счастье для всех даром. Более того, вы можете подарить счастье кому-то еще. Сделайте для людей что-то хорошее. Для окружающих, для близких. Не надо для чужих. Вам кажется, для чужих делать приятнее, ведь они более благодарны. Это правда. Можете и для чужих что-то сделать, если вы хотите ощутить эту благодарность. Близкие меньше благодарят. Но поверьте, с течением времени кажется, что это не так. Если вас поблагодарит чужой человек, он один раз вас поблагодарит. А близкий человек, с которым вы общаетесь много времени, он может сразу не поблагодарить вас за то, что вы ему сделали хорошее что-то. Но пройдут годы, а человек будет всегда об этом помнить и пытаться как-то вам ответить много-много лет, может быть. Задумайтесь над этим, задумайтесь. Чужие, они все-таки для нас чужие. Лучше делать что-то близким, хорошее.
Тем более, что они больше всего нуждаются в поддержке. Хорошо, смотрим, значит, ваши два слога, дорогие водолеи. На. Ах. На ах. В любви царит завидное постоянство. Нет ни ссор, ни поводов для них. Вот это ваше послание. Действительно, дорогие водолеи, в личной жизни у вас будет все хорошо. В скором времени никаких ссор. Ну, вот такой ответ дали карты водолеям. Интересный ответ. Мне понравился. А мы идем с вами к рыбам. Дорогие рыбы, для вас знаки Вселенной, знаки судьбы. Давайте посмотрим. Итак, 6 мечей. Ну, эта карта показывает, что, во-первых, вы с кем-то скоро встретитесь, дорогие рыбы, знак свидания, а во-вторых, возможно, куда-то поедете в скором времени, ожидает небольшая поездка, командировка или путешествие. Так что можете собраться в дорогу в скором времени. Это для вас знак. Идем к следующей колоде. Знак судьбы. Чистота. Вы знаете, карта очень хорошая. Она говорит о том, что, во-первых, кто-то идет к вам с чистыми намерениями в жизнь, или человек, который находится рядом с вами, он к вам с чистыми намерениями, дорогие рыбы. Не ищите подвоха, да, с одной стороны. С другой стороны, скоро наступит внутри чистота. Ну, то есть, когда человек перестал себя обвинять, других обвинять, ощутил внутреннюю гармонию. Может быть, вы посетите какое-то место силы в скором времени, такое как монастырь, пустошь, какой-нибудь там лес. Еще бывают, знаете, иконы чудотворные мощи, потом, значит, пещеры, камень силы, да, вот такое вот, море, море это место силы, озеро, Аркаим, что угодно, да. Следующая карта. Вот накоплю денег и спать лягу, да? Интересная карта. Дорогие рыбы, вам придется поработать. Это совершенно точно. У совы уже ум за разум заходит. Вы хотите заработать много денег, и для сна времени не будет, скорее всего, в скором времени. Но и денег потом будет куча. Вот такой знак. Хорошо. Теперь соединяем два слога для вас. Соединяем. Ца. Ах. Ца. Ах. Жизнь сама выбрала для вас лучший путь. Выигрыш при любом повороте событий. Вот видите, какой счастливый знак вам выпал, дорогие рыбы. Выигрыш при любом повороте событий. Поэтому радуйтесь и аплодируйте себе. А я заканчиваю сегодняшний расклад. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь, смотрите рекламу, смотрите как можно дольше. Поддержите канал донатами. Также, если кто-то уже боится, переходите на Яндекс.Дзен, потому что у меня есть точно такой же канал на Яндекс.Дзен. Ссылка в описании к видео. А также, не забывайте, да, что просто можно в Дзен зайти и найти «Школа Таро Альвиен» по названию моего канала. Если вы ссылки там не умеете, просто хотя бы найдите по названию и подпишитесь. Потому что для многих сейчас это уже будет актуально. Вот, поэтому спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Всем пока и до новых встреч!